23 февраля, 23 июля, первый день похода. Сразу же обнаружилась проблема. Оказывается, правый баллон довольно-таки сильно травит. Довольно скоро обнаружилось, что здесь вот имеется такая небольшая пробоина. Вот она шипит. Ну и вот, все готово. Лодка отремонтирована, нигде ничего не травит. Вот здесь озеро Крестовое заканчивается. Дальше по воде пройти невозможно. Озеро Масельга. Вот, если приглядеться, то лодки привязаны к деревьям обычными шнурочками. Сегодня на ужин у меня щука тройная. Ну вот, на этом второй день похода можно считать законченным.
Тут есть и запасы дров, и хорошие виды, и мягкие перины для ночевки. Четвертый день похода. Озеро Пиземское. Баня туристская, классическая. Это уже вторая за сегодня. Исток реки Мурашева обозначен вот таким вот камушком. Июля, пятый день похода. Река Мурашева пройдена примерно до середины. Левее, говорит. Река Мурашева с ее десятками порогов и перекатиков позади. Пришло время озеру Позненскому. — 27 июля, шестой день похода. Вот и первый порог реки Гридина. С виду он совершенно безобидный.
Второй вот вроде поинтереснее. Тут, по крайней мере, воды побольше. Хотя тоже он, видать, длинный-длинный. На речке Гридина обнаружил небольшую колонию речных устриц. Так, посмотрим. Ага, вот она. О, какая старая. Ладно, живи. А ну-ка попробуем вот ту вытащить. Опа. Это помоложе. О, много, короче, их тут. Опа. Сразу закрывается, вон из них вода. Тяжеленная, потому что она водой наполнена. Вон такие. Вот самые-самые последние простенькие порожки, после которых Гридина впадает в Белое море. Вот настал черед вот этих бутылей. В походных условиях человеку нужно в среднем 3 литра пресной воды в сутки. Так что за водой придется следить постоянно. Здесь все определяется ветрами и ритмами приливов и отливов. Здесь обитает такой морской червь, называемый пескожил. Не выкопать его сразу, лопата большая нужна. А вот небольшая колония беломорской мидии. Ну, совершенно мелкая мидия. Ламинария. Морская капуста. Почти сушеная. В морском походе есть свои особенности. Вот, например, эти камни означают огромную отмель, которую нужно пройти против ветра во время прилива. Пересохшее озеро, к которому я добирался почти километр, надеясь пополнить запасы пресной воды, оказалось одним из заливов
Белого моря. Вот все, что осталось от этого залива или озера. Вот такая вот растительность непонятная. На одном из островов я нашел пресную воду. Придется использовать простой способ фильтрации. О, течет водичка. Ну вот, благодаря этой замечательной луже у меня теперь в общей сложности 18 литров пресной воды. Карельская береза. Ну, красивая. Тут и красный цвет, и синий, и вот такой вот фиолетовый, вишневый, сиреневый, не поймешь какой. Это не река, это конец отлива. Там, где течение, там всегда много питательных веществ и, соответственно, много всякой живности. Вот из этого небольшого заливчика вода выливается в Белое море. Это отлив. Придется лодку здесь протаскивать или, скорее всего, перетаскивать. Сегодня 1 августа. Закончилось теплое солнечное карельское лето и началась обычная серая хмарь. Сейчас я буду варить уху походную по-карельски, потому что в Карелии варю. Итак, на медленный огонь ставим крылья, головы, хвосты. Воды побольше, потому что выкипит часть. Так, ну вот полчаса прошло. Юшка уже обрела свой положенный ей вкус. Да, замечательно. Вот теперь хвосты и головы, выполнившие свое предназначение, можно либо выбросить, либо отложить. Это уж, как говорится, каждого свой вкус, на любителя. Я откладываю просто потому, что для рыбы здесь места не остается. Так, ну рыба практически готова. Варится на всего 5 минут. Разваривать ее не надо. Значит, пришла пора приправ. Тут все зависит от количества перца в этой приправе. Тут самое главное не переборщить, потому что перец, особенно если он жгучий, он может действовать не сразу. И после того, как приправа добавлена, нужно еще где-то так с минутку покипеть ей, чтобы все разварилось, чтобы все впиталось. Так, ну вот, уха готова. Теперь нужно отсюда то, что предназначено для еды, выложить в отдельную посуду, чтобы это можно было есть и прихлебывать юшку. Ну а там, что остается, всякие остатки хвостов, голов, если они там есть, их можно просто выбросить. Как говорится, приятного аппетита! Пора прощаться с озером Ягаламбе, на котором я провел больше суток. В Калгалакшскую губу из озера Ягаламбе выливается гораздо меньше воды. Поэтому лодку придется протаскивать вот по такой вот узенькой рукотворной канаве. Августа. Губа Калгалакша. Губа очень мелководная, особенно в отливы, когда обнажаются вот такие вот большие отмели. Место довольно-таки живописное, хотя немного пустынное. Морской порог Сегасильский. Но тут не сразу видно. Но на самом деле здесь довольно сильные течения. Это Белое море вливается в губу Калгалакша.
Здесь есть только, по-моему, 2 места, где вода может попасть из Белого моря в губу Калгалакши. Вот около одного из них я сейчас и нахожусь. Я остановился на обед на небольшом скалистом островке. И как-то обратил внимание, что под березой что-то там такое краснеет. Ну, мало ли что там лежит. Интересно все-таки посмотреть. Мне приходилось находить на разных островах, скажем, припрятанную лодку или надувную, либо там какой-то тент. Ну и, естественно, пошел посмотреть, что же это там лежит. Островок небольшой, расположен примерно посреди Калгалашской губы. До берега здесь далеко. И что же я здесь обнаруживаю? Я здесь обнаруживаю легендарный мотоцикл Минск. Наступил вечер и начался отлив. Вот теперь вода из губы Калгалакша выливается снова в Белое море. Это не пляжная кабинка и даже не походный сортир. Судя по конструкции, это пресс. Только для чего пресс? Ну, ясно, что не для рыбы, но для каких-то морепродуктов. Я так полагаю, что это пресс для прессования сушеной морской капусты. 4 августа. Сильный встречный ветер. Еще один пресс для морских водорослей на мысе Вышково. Заготовитель этих самых морских водорослей, наверное, морскую капусту здесь все-таки собирали. Он летом в сезон жил, наверное, вот в этом вот домике. Ну, жил наверняка не один, потому что такая работа обычно артельная была. Несколько человек и, может быть, семья. Вот в таком вот домике он жил. Домик этот очень-очень старый. И судя по разметке, этот домик когда-то был сюда перевезен. Так, вот здесь вот написано, что это Вышково. Вот, видно, да? Мыс Вышково. Вот видно, тут разметка идет. Это значит, домик где-то стоял, его наверняка разобрали, а потом уже привезли сюда. Ну, внутри тут вряд ли что удастся разглядеть. О, здесь очень темно. Ну, убранства здесь немного. Стол, палате, чтобы отдохнуть. Все остальное отсутствует. Тут наверняка вот еще было в палате больше. Печка уже пришла в негодность. Вон вся развалилась. Хотя кое-как ее даже пытаются топить. Случайные заезжие туристы. Больше здесь ничего не осталось. Вот такие вот предания старины глубокой. Вот все, что осталось от окошка. Здесь обитают небольшие животные величиной с собаку. Может быть лисы, может быть волки. Скорее всего, эти животные ведут ночной образ жизни, либо рано поутру обследуют местность. Потому что сколько я не наблюдал за морем, то нигде движения не замечал. Но вообще-то собаку можно обнаружить с расстояния где-то километр. Это мыс Каменный и современные петроглифы. А это крест охранительный или оберегательный. Такие ставят на мысах, островах для защиты
рыбаков и мореплавателей, ну а также водников, походников от всяких напастей. И тут избушка, очень древняя избушка, в очень плачевном состоянии, но судя по тому, как здесь все вокруг исхожено и стоптано, это место пользуется популярностью. Ну а как иначе, идя на юг в сторону Кузема, его просто не миновать. Дом в очень запущенном состоянии, это хорошо видно вот по бревнам. Еще чуть-чуть, и он завалится на вот эту сторону, на этот угол. Но внутри смотреть нечего, там совершенно все пусто, там даже печка развалилась. Ну, зато за домом есть вот такой вот сад. Живописно довольно выглядят вот эти вот корейские березки. Место для отдыха. Ну, вообще, словно где-то под чинарами находишься. Красота. Кто-то морскую капусту сушит. Есть место, где палатки поставить. Хорошо. 5 августа. Все-таки вчера я решил остаться на мысе Каменной. Очень уж здесь мне понравилось. Титаники, они бывают разные. Бывает, что на всех айсбергов и не хватает. Шестое августа. Ровно 2 недели похода. Остров Заячий. Но это избушка самого Моисея. Хозяина по понятным причинам дома застать не удалось. Устроены такие избы практически одинаково. Печка, палати, чтобы можно было согреться и переночевать. Здесь, кроме стола со свежей прессой, имеется палати. Одни, вторые. Вот сама печка, пока еще целая, хотя снаружи проржавевшая. И вот еще палати. Если кому голодно, то есть чем рыбку половить.
со множеством крючочков. Ну и есть чем эту рыбку приготовить. Седьмое августа. Там вдалеке остров, на котором я живу. Судя по всему, это коптильня холодного копчения или теплого. Вот здесь вот разводится огонь. Потом дым идет по этому дымопроводу, остывает и приходит вот сюда, где там он на решеточке укладывается рыба. Река Ундукса. Вот здесь вот она впадает в небольшой такой заливчик собственного производства. А затем уходит в Белое море. А вот ундукский вечно правильный компас всегда показывает на север. 9 августа. Остров Золотиха. Где-то посреди губы Поньгома. 9 часов вечера. Дождик наконец-то кончился. Надеюсь, на совсем. Хотя еще чуть-чуть брызги. Самое время по-быстренькому приготовить ужин. А то обеда-то сегодня не было. Обед заменил полуденный сон с утра до вечера под шум дождя. Сегодня 10 августа. По плану сегодня последний полный день похода. Ну вот он, Шангостров, с которого 18 лет назад, в 1995 году, начиналось мое знакомство с Белым морем. Вот здесь вот была
Такая оборудованная стоянка. Она и сейчас есть, только она уже сильно-сильно изменилась.